Где слайд? Все, вы запустили демонстрацию. Да. Все, да, есть. Так, доброе утро. Продолжаем наши разговоры о структуре головного мозга. И в конце прошлой лекции я вам обещала немножко подробнее рассказать о ретикулярной формации. Но формально считается, что ретикулярная формация – это структура продолговатого мозга или ствола мозга, более корректно. Но на самом деле это такое уникальное образование, которое начинается в спинном мозге желатинообразных субстанций передних рогов спинного мозга и заканчивается где-то на уровне таламуса. Но так как львиная доля структур, львиная доля ядер находится именно на уровне продолговатого мозга, среднего мозга, заднего мозга, поэтому считается ретикулярная формация структурой ствола мозга. Ну, надо сказать, что влияние ее огромное, и фактически сложно назвать процесс в нашем организме, в котором бы не принимали участие структуры ретикулярной формации. Ну, такие скромные, я просто несколько на первом слайде поместила несколько табличек очень скромных, которые показывают роль ретикулярной формации. Так, а что у меня не... О, отлично. Значит, два слова об истории. Ее более старое название или раннее. Ретикулярную формацию назвали сначала сетчатой формацией, потом уже латинское слово ретикулум. Это название этой структуры было предложено в 1855 году Отто Дейтерсом. Правильно, я что-то тут немножко ошиблась. Так вот, Отто Фридрих Карл Дейтерс, как полагается, очень интересный немецкий анатом, который фактически всю свою жизнь провел в Боннском университете. У него была довольно короткая жизнь, 29 лет он скончался от брюшного тифа. И даже его труды были опубликованы, отредактированы и опубликованы его коллегой Максом Шульце, который, но тем не менее он известен, и если вы ядро Дейтерса уже, наверное, все помнят, мы о нем говорили, это в честь именно этого немецкого исследователя и его работы по микроструктуре головного мозга и спинного, довольно интересный. И надо сказать, что он один из первых описал нейрон, и так немножко в сторону. Он его описал, он его зарисовал, но он предположил, что отростки нейрона неоднозначны. И его идея была о том, что аналоги предположил, что они имеют разные функциональные значения, и уже тогда предположил, что есть аксоны, есть дендриты. Так что это и еще как аксон он назвал, его терминология, осевой цилиндр, идентифицировал так вот, а дендриты протоплазматическими отростками. И отсюда, значит, и он предположил, что дендриты между собой должны сливаться, это в то время, и образовывать единую сеть. Пока еще синапс был не очень популярен, да, о нем только начинали догадываться. Вот такой интересный исследователь. Значит, итак, ретикулярная формация. Значит, определений очень много. Если говорить очень просто, еще одна схема ретикулярной формации. Это клеточная масса, то есть сказать, что это такое одно ядро, которое ее очень, прям она, ее можно пальчиком показать на срезе, не совсем не так. Все-таки это клеточная масса, которая находится в глубине мозгового ствола, в нижних отделах продолговатого мозга и, как я уже сказала, значит, в растральном отделе достигает промежуточного мозга таламуса. Даже можно ее здесь части ретикулярной формации находятся в таламусе.
Надо сказать, что вот реально, в реальной жизни, схема, конечно, очень красивая, но в реальной жизни она так вот слабо структурирована. И сказать, вот как мы можем описать там ядра и нарисовать их четкую границу, для ретикулярной формации это не свойственно. Ну, и понятно, что внутри ретикулярной формации мы будем вспоминать те ядра, о которых говорили на прошлой лекции. Есть чувствительные, двигательные ядра, которые выполняют кучу функций. Помимо всего прочего, вот они еще являются основой ретикулярной формации. Это два среза, окрашенные гематоксилин и иозином, триазил виолетом, вот, в общем-то, которые показывают, вот, как выглядят с точки зрения гистологии клеточные элементы. Это вот гигантоклеточные элементы ретикулярной формации, а это именно за что она получила свое название сетчатая структура. Так располагаются вот так аксональные волокна, очень хитро образуют такие ячейки. Видите, и вот где за счет этого вот, за счет такого огромного количества связей вообще внутри ретикулярной формации и формации с различными структурами, вот такая сетчатая ячеистая структура придумала эволюция такую структуру, чтобы уложить это компактно, уложить внутри мозга эти все огромные провода, огромные контакты. Теперь уже о таких терминологии. Филогенетически ретикулярная формация – это очень древняя структура, и очень у рептилий вы найдете ярко выраженную ретикулярную формацию, которая играет там значительную роль с точки зрения рептилий, да. Сначала, вообще, если рассматривать эволюцию ретикулярной формации, то это был просто опять же, не просто с точки зрения человеческого мозга, да? То есть это полисинаптический путь, который с невысокой скоростью отмечался невысокой скоростью проведения, и он был очень тесно связан с обонятельной и лимбической областями. Это и сейчас можно вот на примере амфибий и рептилий все это увидеть. Но эволюция пошла по пути развития зрения, слуха, и вот это доминирование этих сенсорных систем привело к тому, и они именно над обонянием, да, это привело к смещению чувствительных и двигательных центров вовнутрь покрышки среднего мозга, и таким образом ретикулярная формация как бы уходит вот сюда, вглубь мозга, и основная как бы ее функция уже в мозге высших животных все-таки это вегетативная регуляция и такая позиция серого кардинала, влияние на все остальные процессы за счет связи с лимбикой и с лимбической системой, да, влияние на все окружающие процессы. Но если посмотреть уже мозг человека, то ярко выраженная связь ретикулярной формации с лимбической системой. И, опять же, функция в основном это бессознательные рефлекторные процессы регулируются, вся вегетатика под контролем ретикулярной формации. Ну и за счет такого мощного влияния на кору больших полушарий все-таки вот наше сознание, да, оно как раз не входится в такое состояние сознания, переключение там сна, бодрствования, мы будем об этом говорить, не обходится без ретикулярной формации. Так, теперь анатомия. Ну, я, наверное, сначала вам расскажу, а потом покажу эти слова. Значит, как мы сказали, это такая многоклеточная структура,
Но, тем не менее, с точки зрения функции, с точки зрения филогенеза, с точки зрения расположения, всю ретикулярную, структуру ретикулярной формации можно разделить на 3 части. Значит, первая часть – это так называемая срединная ретикулярная формация. Вот здесь она по центральной оси располагаются ядра структуры. И образована она в основном ядрами шва. И большая часть, если смотреть с точки зрения эргичности нейронов, то это в основном серотонин-эргические нейроны. Мы тоже об этом чуть позже подробнее поговорим. Да, и вот они так располагаются редком в дорзально-растральном, в каудально-растральном направлении выстроились. Дальше рядом располагается парамедианная ретикулярная формация, вот такая структура, вот здесь она на этой схеме точно так же выглядит. Ну, если с точки зрения гистологии говорить об этом отделе, он характеризуется очень крупными нейронами. И вы их найдете в нижнем отделе моста мозга, в верхнем отделе продолговатого мозга. И даже вот, например, вот в месте как перехода ретикулярной формации с ретикулярным ядром продолговатого мозга, вот здесь вы можете обнаружить даже такие гигантские клетки с точки зрения размеров сома нейрона. Значит, с точки зрения функции, в основном здесь находится это эфферентная система. Аксоны этих нейронов очень длинные и в основном направлены вверх в растральном направлении. И основная их, значит, точка приложения – это ядра таламуса. Но кроме, ну, сказать, что все связи направлены вверх, не совсем корректно, довольно приличное количество нейронов, которые образуют нисходящие волокна, и в основном они направлены и дают начало вот ретикулоспинальному пути и формируют вот этот путь. И, наконец, латеральная часть ретикулярной формации. Ее иногда называют латеральная мелкоклеточная ретикулярная формация. Вот эта большая структура. Вот она располагается. Ну, с точки зрения, опять же, эргичности нейронов, вы здесь найдете адреналин, эргичные нейроны, норадреналин, эргичные нейроны, да. И с точки зрения гистологии, очень большое количество небольших по размеру нервных клеток с активно такой разветвленной дендритной сетью. И интересно, что в основном дендриты имеют такое поперечно направленное разветвление, да, и за счет этого вот тоже формируют такие сетчатые структуры. И опять же, значит, функция нейронов, которые располагаются в латеральной ретикулярной формации, в основном это афферентные нейроны. И в основном это нейроны, которые собирают информацию от сенсорных рецепторов и которые через продолговатый мозг, ну, спинной продолговатый мозг приходят к ним. То есть здесь происходит вот в латеральной ретикулярной формации происходит мощнейшее переключение сенсорных потоков. И далее информация от них переключается и направляется опять в таламус и гипоталамус.
Но если даже вот отследить эти волокна, это вот довольно хорошо изучено, обонятельные волокна проходят через медиальный пучок переднего мозга, который располагается рядом с гипоталамусом. Зрительные проводящие пути проходят через верхний холмик среднего мозга, слуховые волокна проходят через верхние ядра оливы, и вестибулярные волокна идут уже от медиального вестибулярного ядра вверх. В то же время, ну, здесь так как сюда относятся к латеральной ретикулярной формации и ядра тройничного нерва, которые, и часть из них образует синапсы с ядрами остальных черепно-мозговых нервов, тоже вот такую сеть обильную. То есть считается, что структуры латеральной формации ретикулярной, они у нас участвуют в создании программ движений. Тоже мы об этом чуточку попозже поговорим. Но это тут написано словами, то, о чем я говорила. Если вопросов нет, то я просто пролистаю, да. Это вещи такие, ну, стандартные, но я вам о них напоминаю. Дальше об эргичности, о медиаторах, которые секретируются клетками ретикулярной формации. Ну, дофаминергические нейроны, ну, вы их найдете в основном, они располагаются в покрышке моста. Адреналинергические нейроны, большинство их в продолговатом мозге. Гистамин, вот тоже небольшое количество гистаминергичные нейроны, это промежуточный мозг, вы там найдете структуры. Норадреналин, это средний мозг, разбросаны эти нейроны в структурах среднего мозга, моста, продолговатого мозга, ну, самое такое крупное образование – это голубое пятно. И серотонин, я уже говорила, это в основном ядра шва, то есть серотонинергические структуры. И, опять же, мост, ядра моста мозга и в самом продолговатом мозге на уровне. Все это характерно тоже, имеет место быть в ретикулярной формации. Но теперь, если отследить вот самые такие основные яркие моменты, и яркие, потому что хорошо более-менее изучены, да, и более-менее отработаны. И эти схемы, ну, они во многих учебниках вы их найдете. Это серотонинергические пути ретикулярной формации. Это, ну, надо посчитать, если по численности, добрый день, то вот эти как раз серотонинергические нейроны в ретикулярной формации, они, ну, численность их, ну, наверное, максимальна, ну, большая часть. Значит, ядра, вот это вот ядра шва хорошо видны, и от ядра моста мозга их серотонинергические пути в основном уходят к мозжечку, да. От ядра среднего мозга, это в основном свои серотонинергические волокна направляют к большим полушариям, и вот уже каудальные отделы, ядра продолговатого мозга, они образуют нисходящие серотонинергические влияния, которые уходят уже в спинной мозг. Но если с точки зрения так клинической практики, то, ну, по крайней мере, один из таких подходов в качестве такого депрессивных расстройств и иногда пытаются играть с повышением серотонинергической активности вот этих структур, да, и таким образом, ну, как-то корректировать депрессивные состояния.
Ну, мы сейчас не обсуждаем, там, насколько это сложно и насколько это эффективно, но, по крайней мере, вот за счет того, что эти серотонинергические пути довольно хорошо известны, да, то также следующий шаг – это попытка корректировать. Вторая группа и вторая по значимости и по численности группа нейронов – это дофаминергические нейроны, которых тоже очень много в ретикулярной формации. И если вот их так посмотреть в первом приближении, дофаминергические нейроны, то их можно вот выделить в две таких больших группы. Это вот вентральные ядра покрышки, вот они здесь располагаются, и в черном веществе, в черной субстанции, это средний мозг, здесь тоже огромное скопление дофаминергических нейронов, да, которые направляют, значит, идея вентральные ядра покрышки, в основном дофаминергические восходящие пути, опять же, к неокортексу направлены, а вот субстанция нигра или черное вещество, как если перевести на русский язык, то здесь влияние в основном направлено к ядрам лимбической системы. Да, но в частности огромное количество путей это к прилежащему ядру лимбической системы. Далее. Норадреналергические нейроны. Они по численности поменьше, если сравнивать с серотонинергическими. И вот на сегодняшний день примерно 90% вот норадреналергических нейронов обнаружено в голубом пятне. Локус церелиус – это ядро, которое вот оно здесь, оно на схеме, да, и здесь показана локализация норадреналинергических нейронов, и его локализация очень близко к четвертому, даже к основанию четвертого желудочка и на уровне моста мозга, под мостом спрятано. Но влияние физически это голубое пятно очень крохотное, но влияние его колоссальное, потому что вот волокна, уходящие, афферентные волокна, уходящие от голубого пятна, но вы обнаружите практически тоже во всех структурах, вышележащих отделах головного мозга. Вот схемы. Если есть вопросы, задавайте. Ну, по-моему, довольно симпатичные, понятные схемы, да, месторасположения и этих структур. Далее. Адренергические нейроны, они не многочисленны, и адреналинергические нейроны, они немногочисленны. Вот они обнаружены здесь на схеме такими треугольничками черными. Они относительно занимают малую площадь и малое количество их, и в основном это структуры продолговатого мозга. Я уже говорила, в основном это структуры латеральной ретикулярной формации. И, опять же, они направляют свои волокна с одной стороны к гипоталамусу, с другой стороны это восходящие волокна, нисходящие волокна – это преганглионарные нейроны, симпатические нейроны спинного мозга. Отсюда вот сразу понятно, да, такая вегетативная связь, контроль вегетативной нервной системы. Но сами по себе адренергические нейроны, они активно изучаются, да, и очень много, очень сложный механизм их вообще действия этого медиатора на постсинаптические рецепторы, потому что самих рецепторов постсинаптических там довольно много, да, потом, и поэтому в зависимости от того, с каким рецептором взаимодействует эта молекула,
будет разный эффект. Также, кроме того, некоторые аминорегические нейроны освобождают особые белковые вещества, которые, в свою очередь, регулируют деятельность медиатора, действие медиатора, то есть они пока что вот описаны в основном случаи, когда они увеличивают эффективность синаптической передачи эти молекулы. Но, в-третьих, вот корковые нейроны, которые получают множество возбуждающих и тормозных влияний от местных сетей, то есть они еще контролируют, конечно, их вот это адреналинергическое, вычленить роль адреналинергических там влияний, ну, очень сложно за счет того, что сам корковый нейрон взаимодействует с тысячами других синапсов различной эргичности. Так что это эти нейроны и влияние, вот и роль этих нейронов в структурах пока еще в таком в области активного исследования. Далее. Нет вопросов? Все пока понятно, да? Хорошо. Тогда поближе несколько минут остановимся на функциях. Мы сейчас так говорили о структуре и об эргичности, а к чему это приводит? Вообще, как работают эти структуры и на уровне организма, в какие функции, значит, ретикулярная формация вносит свой вклад. Но и какие системы ретикулярной формации в основном несут вот нагрузку в тех или иных процессах. Но если говорят ретикулярная формация, то сразу приходит на ум, что это структура, которая участвует в регуляции цикла сон-бодрствования, да? Структура, которая поддерживает состояние там, активное в головном мозге, структура, которая участвует в процессах внимания, структура, которая влияет на вот, наше эмоциональное состояние, да, но структура, которая регулирует вот, сенсорные модальности, ну, и в основном это аминорегические нейроны отвечают за это. Но дальше восходящая активирующая система ретикулярной формации, тоже это система, которая поддерживает определенный уровень сознания, определенный уровень внимания. Дальше центральное ретикуляторное ядро продолговатого мозга – это ядро, которое отвечает, вот, ну, в котором находятся такие жизненно важные центры, обеспечивающие вот такую деятельность рефлекторную, безусловно, рефлекторную деятельность организма, такие крупные центры, как сосудодвигательный, как дыхательный центр. Латеральное ядро продолговатого мозга, ну, передача его основная. Опять же, это не все функции, я говорю только о самых ярко выраженных, и которые довольно хорошо исследованы, изучены. Это передача соматической и висцеральной информации к мозжечку. Крупноклеточные ядра ретикулярной формации – это поддержание, это двигательные программы, и в частности поддержание позы и ходьба, процессы ходьбы. Парабрахиальное ядро медиальное – это программа дыхательных движений при бодрствовании. То есть мы с вами можем, если что-то делать, да, мы когда можем дышать чаще, реже, там, менять все это очень, очень так классно обеспечивает структуру, вот, нейроны парабрахиального ядра очень хорошо регулируют. Ну, мостовой двигательный центр – это двигательные программы. Мостовой центр мочеиспускания контролирует эти наши процессы. Премоторные ядра черепных нервов – это тоже программы движения, но на уровне вот, лица и шеи, которые формируются черепными нервами. Слюноотделительные ядра, которые контролируют наш слюно- и слезоотделительные процессы в нашем организме. Но
если вот чуточку подробнее, ну, очень, конечно, генераторы программ движений, ну, наверное, вот одни из таких хорошо изученных процессов, вот именно связи структуры и функции. И вот, по крайней мере, содружественное движение глаз, которые контролируются двигательными центрами взора в среднем мозге и мозгу, хорошо описаны, которые хорошо описана связь с двигательными ядрами, с ядрами двигательных нервов, которые иннервируют глазодвигательные мышцы. Вот, ритмические жевательные движения, которые контролируются супратригеминальным премоторным ядром моста. Такие вот процессы, опять же, это программы, да, как глотание, там, рвотное движение, кашель, заживление, чихание, это тоже имеют свои отдельные премоторные ядра в продолговатом мозгу, которые вот хорошо известно, вот, как они эти процессы контролируют. Слюноотделительные ядра, которые находятся в мелкоклеточной ретикулярной формации на уровне моста мозга, и вот здесь ближе к мосту в простральном отделе продолговатого мозга вы их обнаружите. И их волокна, которые они направляют свои волокна вот к лицевому языкоглоточному нерву, и за счет этого формируют вот этот процесс слюноотделительный. Ну, контроль дыхания, дыхательные циклы в значительной степени. Опять же, это не значит, что только эти структуры. Это дорсальные и вентральные дыхательные ядра. Это верхняя часть продолговатого мозга. Рядом со срединной линией не располагаются. Ну, дорсальное дыхательное ядро, можно сказать, что он в основном, нейроны этого ядра контролируют процесс вдоха, а вентральное ядро, оно в основном контролирует процессы выдоха. Хотя как бы, выдох у нас считается пассивным процессом, но тем не менее при активном движении, да, как говорят, при форсированном дыхании, значит, вентральное ядро начинает активировать клетки переднего рога спинного мозга, которые иннервируют брюшные мышцы, и которые, в свою очередь, отвечают за спадение легких, и за счет этого ну, как бы, тип дыхания меняется и обеспечивает такой ускоренный газообмен. Медиальная пара брахиальное ядро, я уже говорила, которое прилежит буквально вот рядом, находится рядом с голубым пятном, тоже предполагается, что, вероятнее всего, он все-таки участвует, вот, нейроны этого ядра участвуют в механизме дыхания, и тоже работы говорят, что в основном вот именно в состоянии бодрствования. То есть когда меняется очень функциональная система организма, очень резко, вот тут как раз парабрахиальное ядро нам пригождается. Ну, по крайней мере, вот есть такие интересные работы, которые показывают, что через стимуляцию этого ядра, через миндалевидные структуры, да, при тревожных расстройствах приводит к такой характерной гипервентиляции у человека. Следующая часть функций таких – это хемочувствительная область продолговатого мозга, потому что все наш как бы биохимический состав нашей жидкости в нашем организме, он тоже находится под контролем. Ну и в основном это, по крайней мере, опять же, что большинство работ показывают, что это клетки латеральной ретикулярной формации активно участвуют за счет вот, сосудистые сплетения как раз там уже активно за счет
контакта с ликвором, которая находится в спинномозговой жидкости и в жидкости ликворе четвертого желудочка, да, эти клетки имеют исключительную чувствительность к концентрации ионов водорода. И вот один из таких механизмов, за счет этого, значит, у нас наше состояние нашей биохимии, нашей такой биохимической машинерии, да, выходит на уровень, ну, бессознания, так скажем, подсознания. Конечно, сознания нет, но подсознание точно. То есть таким образом нервная система получает информацию ну, конечно же, давление, уровень углекислого газа, да, который принципиален для мозга в первую очередь. И любое повышение, любое изменение концентрации этих ионов приводит, да, к стимуляции или торможению дорсальных дыхательных, ну вот если уж говорить о дыхании, то есть повышение концентрации ионов водорода приводит к стимуляции дорсальных дыхательных ядер, ну, их два, слева и справа, через прямые синаптические связи. Далее. Сон и бодрствование. Ну, я думаю, вы все уже там представляете, что сон сам по себе очень разнообразен, что есть REM-сон, что есть не REM-сон, да, есть там куча всяких фаз сна, которые каждая фаза, то есть контролируется, конечно, структурами, в первую очередь ретикулярной формации. Но, по крайней мере, что вот так является, ну, устоявшимся представлением, что смена циклов сна и бодрствования – это отражение работы двух нейронных сетей мозга. Одна, которая обеспечивает состояние бодрствования, другая обеспечивает работу организма и регулирует состояние мозга, обеспечивает сон. И эти сети как бы противопоставлены друг другу по типу, ну, по типу переключателя между сном и бодрствованием. Но точно такую же аналогичную схему предлагают при работе, при смене REM-сна на медленно-волновый сон, потому что эти циклы у нас в течение сна меняются. И, ну, например, почему как бы эта точка зрения довольно жизнеспособна, потому что, ну, как бы управление сном происходит с помощью там различных физиологических систем. Это и система гомеостаза, это и циркадные ритмы, да, супрахиазмальное ядро считается таким главным ритмоводителем нашего организма. И воздействие света на сетчатку, и уровень мелатонина, который вырабатывается эпифизом, и состояние там, опять же, количество этих биохимии крови, да, и количество этих всяких ионов, она тоже говорит о состоянии нашего организма. Двигательная активность, там это такие аллостатические нагрузки, принятие пищи. Но если бы как бы только эти факты влияли на наш организм, да, то это было бы очень, ну, очень медленно. И переход бы от бодрствования к сну был бы, ну, таким тягостным, мучительным. Но, в принципе, в норме у нас так не случается, да, и благодаря вот таким структурам, нервным структурам, переключение происходит очень быстро. Значит, все-таки есть какой-то высший центр, который очень быстро переключает. Есть такие структуры, нейронные сети, которые быстро переключают. Так же, как они быстро нас пробуждают. Да? Достаточно, ну, я не знаю, в принципе, одного громкого звука для того, чтобы открыть глаза и понять, что ты проснулся. Так, ну, далее это активирующая система ретикулярной формации.
В основном это вот каудальный отдел среднего мозга и растральный отдел моста. И два основных пути, которые вот хорошо известны, это холинергические нейроны, это в ножках моста, ножкомостовые ядра, латерально-дорсальные ядра покрышки, которые идут к таламусу, к переключательным ядрам таламуса и к ретикулярному ядру таламусу, и ингибируют гамма-эргические нейроны таламуса. И задача которых тоже так хорошо описана, это препятствовать передаче чувствительной информации к коре больших полушарий. И второй путь – это моноаминоэргические нейроны, которые берут начало вот в голубом пятне, в дорсальном, срединном ядрах шва, парабрахиальном ядре – это глютаматергические нейроны, около водопроводном сером веществе среднего мозга и серо-бугрово-сосцевидном ядре – это гистаминергические нейроны, которые, значит, направляются. Также точка приложения – это базальные отделы переднего мозга, в частности, очень хорошо описаны пути к базальному ядру Мейнерта и к безымянной субстанции. А через них уже потом, через переключение, вся эта информация мчится к коре больших полушарий. Таким образом, вот эти системы, которые поддерживают уровень возбуждения, определенный уровень возбуждения в коре больших полушарий, конечная точка приложения. Ну, еще выделяют систему индукции сна, но в основном это нейроны, которые направляют свои вот срединное приоптическое ядро, гамма-эргические нейроны в основном этого ядра, которые направляют свои волокна гипоталамусу, и через него уже регулируется вот это индуцирование процессов сна. Ну, мы уже говорили, тут еще один переключательный механизм между сном и бодрствованием, еще один есть, это вот, через гамма-эргические нейроны. Ну, тоже центры REM-сна и не REM-сна, это, ну, я коротко скажу, что это в основном предполагают, что это нейроны верхнего отдела моста, это области подголубого пятна и супралатерально-дорсального ядра, и они отвечают как раз за наступление REM-сна. И вот в основном восходящие волокна вот этих структур направлены к гипоталамусу, к базальным ядрам переднего мозга. И есть предположение, что вот даже и за счет активации этих структур мы с вами видим сны, может быть. А нисходящие пути вот этих ядер, они направляются к стволу мозга и таким образом обеспечивают быстрое движение глаз, снижение тонуса мышц, торможение двигательной активности, да, через там цепочки тормозных нейронов спинного мозга. И все это, в общем-то, довольно неплохо описано. Ну и есть тоже такая гипотеза, что такие все разнообразные расстройства сна как раз очень часто связаны с нарушением вот системы сон-бодрствования или системы REM-не REM-сон. Какие-то дисфункции вот именно в этих структурах очень часто приключаются и приводят к таким проблемам. Так, ну, восходящая активирующая система, раньше ее называли восходящая активирующая ретикулярная система, а потом, когда стали раскапывать и выяснять, что не только ядра ретикулярной формации, да, но тут очень много ядер структур таламуса, поэтому на сегодняшний день это используют термин ВАС, восходящая активирующая система. И основная часть, я вам просто так с точки зрения морфологии скажу, что основная часть этой системы – это опять голубое ядро, дорсальные, срединные ядра шва,
ножка-мостовые, латерально-дорсальные ядра покрышки, серо-бугорно-сосцевидное ядро. И к этой же системе мы относим, конечно же, ядра таламуса, базальные ядра переднего мозга и часть ядер гипоталамуса и часть ядер таламуса. Ну, опять же, направление одно. Активация, вот эта система, которая активирует, это через таламус и кора. Да? И, конечно же, это фактически другая сторона цикла сон-бодрствования. Но надо сказать, что вот еще интересные есть данные о том, что вот вклад вот этих структур частично избыточен. Поэтому если повреждается один из отделов вот этой структуры, то, как правило, мы на уровне сознания это даже не замечаем. И настолько дублирующих путей столько, да, что надо там разрушить, я не знаю, где-нибудь 80% структур, чтобы мы там, 70%, чтобы мы отметили нарушение состояния. Хорошо, но есть еще воротная, это сенсорная модуляция, это обеспечение вот сенсорных, я тоже просто скажу об этом, что это отдельная система и тоже довольно хорошо известная, куча переключений. Это такой сенсорный воротный механизм, который обеспечивает нам с вами сенсорную систему, и как раз львиная доля информации идет через структуры ретикулярной формации. Ну, например, чувствительность от головы и верхней половины тела через ядра тройничного нерва обеспечивается. Да? А, например, вот желатинозная субстанция, это в задних рогах спинного мозга, которая состоит из таких мелких тормозных вставочных нейронов и возбуждающих нейронов, вот они как раз активно участвуют в ноцицепции, в формировании болевых ощущений. И там как раз вот кроме гамма, глютамата традиционных и широко распространенных медиаторов в нашей системе, мы встретим еще энкефалин. Это опиоидный пептид, который очень активно участвует. Ну, по крайней мере, он хорошо сейчас описан. Я уверена, что не только в формировании болевых ощущений, да, но вот как-то его обнаружили именно в этих процессах в первую очередь. Но это я вам об этой системе не буду. Вот последний слайд, такое резюме, о чем мы с вами говорили, что ретикулярная формация – огромная структура, которая располагается, если говорить, занимает длинную часть ствола мозга, преимущественно выделяют 3 клеточных таких части ретикулярной формации. И процессы, которые там осуществляются в нашем организме, благодаря этим структурам, фактически все. Это генераторы программы движений, как минимум, регуляция цикла сон-бодрствования и сенсорная чувствительность. Особую статью занимает болевая чувствительность, но я не буду ее трогать, потому что особая статья, я ею не занимаюсь, и для того, чтобы о ней что-то говорить, надо много чего почитать. Хорошо. Вот то, что я хотела сегодня сказать о ретикулярной формации. Есть у вас вопросы? Умотались? Хорошо, тогда давайте 10 минут перерыв и перейдем к следующим структурам. Так, ну что ж, возвращаемся к нашим отделам. Я еще раз говорю, что это деление на отделы довольно условное, но тем не менее никто пока еще не... Ой, ребят, можно я отвечу? Пока еще не придумали другую подачу материала в морфологической науке, в нейроморфологии. Так что пока будем придерживаться ее. Значит, в заднем мозге
две мощных структуры, это мозжечок и мост мозга. Да, вот такая реальная картинка, фотография модифицированная ствола мозга, где, кстати, здесь прекрасно видны как раз и двухолмый, средний мозг, структуры среднего мозга, гипофиз, да, с кусочками таламуса, и пульвинер вот здесь вот как раз хорошо виден. И вот он, продолговатый мозг, уходящий под мозг, ну это спинной мозг, вот здесь он продолговатый со своими ядрами. Но давайте поговорим о мозжечке, потому что о стволе мозга я вам постоянно сегодня говорила, вот в первой части лекции. Поэтому мы чуть повнимательнее поговорим о мозжечке в первую очередь. Церебеллум или малый мозг, да, развивается он из крыши заднего мозга, и под мозжечком находится в глубине 4-й мозговой желудочек. Да. Сам по себе мозжечок тоже не однороден. Ну, я давайте сейчас расскажу, потом покажу, что с точки зрения филогенеза он тоже развивался постепенно. Различают древнейший, древний, неомозжечок, если так можно сказать. Значит, филогенетически более старая – это средняя часть, это червь. Да, я сразу вот красавчик такой вот, да, который лежит посередине и делит мозжечок морфологически на две части. Ну, если сразу сказать, то есть мы будем говорить еще о функциях, то есть основная такая роль червя – это автоматическая регуляция движений туловища и конечностей. И более, с точки зрения филогенеза, более новые образования, которые уже активно развиты у двигающихся особей. То есть два полушария, которые тоже, опять же, основная функция мозжечка, все помнят, наверное, со школы, да, это движение, контроль движения, именно автоматизированного, такого бессознательного движения в основном, это конечности. Значит, с точки зрения гистологического строения, мозжечок расположен так. Сверху находится серое вещество, которое образует многочисленные поперечные извилины, листья мозжечка. Вот они здесь так вот, ну, здесь просто разные доли окрашены, да. Ну, 3 слоя серого вещества, а в глубине находится волокна, белое вещество, которое уже уходит в мост мозга в основном и вверх и вниз. Ну, как всегда, восходящие и нисходящие волокна. И, опять же, образуют единую систему. Значит, кроме того, еще с точки зрения, опять же, морфологии мозжечка выделяют еще доли мозжечка. И за счет, ну, так как мозжечок, вы видели внешне, у него вот здесь куча борозд и извилин, да, они тоже не случайны. Каждая борозда и извилина, понятно, имеет свою филогенетическую историю и появилась не сразу, и от вида к виду можно это все отследить, но это не задача нашей сегодняшней лекции. Так вот, за счет вот этих группы лепестков, которые отделяются глубокими бороздами, они формируют дольки мозжечка. Значит, ну, первый термин, так попроще сначала скажем, вот, выделяет клочково-узелковую долю или дольку, в основном так корректно говорить, заднюю дольку и переднюю дольку. Задняя долька у нас самая молодая и самая большая, и в основном она выражена уже у высших животных, да, а вот клочково-узелковые дольки – это одна из таких древнейших долек по возрасту, и потом передняя доля, она чуть-чуть помоложе. И понятно, что все эти, значит, ну, опять же, сразу несколько слов очень общих о функциях.
клочково-узелковая вот эта долька, вот она вот здесь в основном, значит, все эти выходящие волокна направлены к вестибулярным ядрам моста мозга, и они в основном, их задача – это участие господи, вегетативных процессах, вегетативных процессах организма и управление вестибулярными рефлексами нашего организма. Да, а уже передняя долька и задняя, они как раз более сложные, отвечают за более сложное движение передних конечностей, нижних конечностей, туловища и так далее. Значит, как это выглядит вот на картинках? Схемы схемами, а как на картинке? Ну, червь я вам уже показала. Вот здесь находится вот это клочково. Где мои дольки-то? Клочково-узелковая долька. Да. Вот здесь находится, вот пример, вот здесь передняя долька, и вот она такая самая мощная и самая развитая. Это, ну, в частности, у человека и у высших млекопитающих животных. Вот задние доли, правая и левая, очень хорошо выражены. Ну, есть еще одна схема. Вот можно еще вот так, может, что-то мне понравились эти все схемы, я их так с радостью. Вестибулярный мозжечок, есть еще такой термин, это клочково-узелковая доля, в принципе, это широко распространенный. Есть еще, значит, мостовой мозжечок или задний, иногда говорят, связь, и паравертебральная область и череп – это спинальный мозжечок. Вот есть еще одна такая классификация долей мозжечка, и тоже она имеет право быть. Теперь, если чуточку подробнее, то есть вот эти отделы, о которых я говорила, они не только вот функционально выделяются, но еще в первую очередь филогенетически. И, значит, чуточку поподробнее об этой первой с древней доли вестибулярном мозжечке к клочково-узелковой доли. В основном, значит, здесь это структура, которая направляет свои волокна в вестибулярные ядра, и через уже вестибулярные ядра контролируется движение глаз, а через мостовые ядра, значит, идет информация в теменную и в затылочную кору, и которая, понятно, значит, вся эта система обеспечивает координацию движения глаз и наше с вами сознание. Дальше парамедианная долька или еще спинальный мозжечок или передний мозжечок. Это зависит от той терминологии, которую там вы придерживаетесь. Значит, эта долька мозжечка получает информацию через спинно-мозжечковые пути, исключая вестибулярные ядра и ядра ретикулярной формации, и через мост, через ядра моста получает идут нисходящие влияния от коры больших полушарий. Значит, а в то же восходящее влияние, это червь в основном в основном идут волокна к ядрам мозжечка, и затем уже через эти ретикулярные формации, через это переключение к ретикулярной формации и вестибулярным ядрам. Извините, опечатку увидела. Основные проводящие пути – это ретикулоспинальный путь и вестибулоспинальный путь. И основная функция – это рефлексы головы и туловища, и, соответственно, контроль мускулатуры, именно мышц мускулатуры головы и туловища. А сама вот в полушариях, сама эта паравертебральная область, она связана через спинно-мозжечковые пути, через мост, значит, и как бы волокна включаются
еще от мозжечка и образуют волокна, идущие от спинного мозга, включают в себя физически вот эти волокна паравертебральной области, и все эти волокна движутся вот, в обоих направлениях, к коре больших полушарий или от коры больших полушарий. И таким образом, ну вот такие два крупных ядра, шаровидные, пробковидные ядра, которые их еще объединяют и часто называют межпозиционное ядро вместе. Да, и через вот эти ядра идет взаимодействие, очень мощные межядерные связи с красным ядром и, соответственно, потом с таламусом. Таким образом, вот эта структура, как бы структуры по красноядерному пути, спинномозговой красноядерный путь и кора, конечная точка. Но и все эти пути очень сложные, они в основном контролируют и корректируют движение нижних конечностей. В принципе, я говорю, при желании, вот сейчас Лена Васильевна потом позвонила, задала вопрос о конкретике, да, при желании можно найти прям конкретные вот пути от конкретной части ядра к конкретной там части, к конкретному полю неокортекса. И, в общем-то, это огромный пласт работ в двигательной физиологии, которые показывают, значит, какой пол мышц контролируется вот этой системой. И, наконец, латеральная долька или ее задней долькой, так она самая крупная. И самое крупное переключательное ядро, которое получает информацию от этой дольки, это зубчатое ядро. И но еще его часто, почему мостовой мозжечок, кстати, эту дольку называют, потому что очень большое количество волокон приходит вот, ну, как наискосок от противоположных ядер моста. И очень, кстати, его неоцеребеллум, вот эту часть мозжечка называют, так как, почему неоцеребеллум? Так как вот эта часть мозжечка через ядра моста получает, в основном идут это нисходящее влияние от неокортекса. А так как неокортекс – это филогенетически одна из самых молодых структур, позже всех появившихся, да, то, соответственно, увеличение мозжечка связано именно за счет вот таких мощных контактов неокортекса и неоцеребеллума. И поэтому отсюда вот такая терминология. Ну, если общими словами сказать, что, значит, особенно ярко вот выражен неоцеребеллум у человека, и основная такая функция – это планирование начала движения, контроль и корректировка произвольных движений в зависимости от цели. Да, вот здесь как раз связка неокортекс, неоцеребеллум очень плотно работает. Если вам захочется дотянуться вот до какой-то, ну, например, взять вот, ну, мячом попасть в баскетбольном, да, вот в этот круг, в сетку забросить. Вот здесь будет очень активно эта система работать в точечных движениях, таких целевых. Передние. Нет, вот это, вы имеете латеральное? Нет, это то, что в какой-то, я бы сказала, в таком сленге, да, лабораторном, ее часто, это задняя долька. Задняя, да. А вот парамедианная, это передняя. Ну вот, изображение МРТ, да, просто вот довольно, вот как выглядит, вот передняя долька мозжечка, вот четвертый желудочек, вот, кстати, моторная область, это вот это доброволец, который производит повторяющееся движение пальца и правой кисти, ну, наверное, стучит по мышке, да, или по какой-нибудь кнопочке. И вот здесь мы прекрасно видим, да, два центра корковых, кора мозжечка и неокортекс большого мозга, которые активируются вот так прям в первую очередь. Так, ну, теперь несколько слов о гистологии мозжечка.
тоже напоминаю, потому что она, ну, как-то очень хорошо, хорошо описана, изучена. Конечно, сам этот мозжечок активно используется как в модельных экспериментах, да, активно используется там, во всяких культурах, в переживающих срезах, и уже это раздраконены эти слои прям со страшной силой. И я просто обзор так пробегусь. Наружный или молекулярный слой, верхний слой, да, он, если смотреть сверху вниз, это различные клеточные элементы, в основном глия, очень много дендритов, разветвлений, и очень мало тел нейронов имеется в виду. Да. В нем в основном это параллельные волокна и дендриты клеток Пуркинье и вот контакты вот этих немногочисленных нейронов. Вот такой классический молекулярный слой. Он очень похож и на молекулярный слой неокортекса. Там, но в неокортексе вообще нейронов, если говорить о молекулярном слое неокортекса в большом мозге, то там вообще нейронов не увидишь. Там в основном эти волокна и дендритные приключения. Далее, второй такой самый яркий самый слой, это, конечно же, слой клеток Пуркинье. Я вам сейчас покажу потом. И третий слой, ее еще ганглионарный, ганглиозный слой называют. И третий – это зернистый или гранулярный слой. Зернистый за счет названия клеток. Это такого в виде зерна. Такие вот очень маленькие клеточки с точки зрения сомы. Буквально там 2-3 микрона максимум вот, диаметр этих нейрончиков, которые вот как бы выстилают слой клеток Пуркинье, очень обильно контактируют между собой. И далее сразу за зернистым слоем находится, ну, понятно, волокна. Мы это уже видели на сагитальных срезах. Сразу начинается белое вещество. Ну, надо сказать, что кроме зернистых клеток вот в ганглионарном, ганглиозном слое и в гранулярном вы можете встретить еще корзинчатые нейроны и звездчатые нейроны, а также клетки Гольджи. И тоже все это, ну, гистология очень хорошо изучена, просто можно брать там любой учебник, открывать приличный, и вы там с радостью авторы это описывают, да, и аксоны зернистых клеток, и как они вертикально идут, и как они ветвятся, и как они образуют параллельные волокна, и в каких направлениях дендриты клеток Пуркинье направлены, да, и их еще, ну, вот волокна, которые выходят из белого вещества, мозжечка называют такие названия симпатичные, мшистые, лазущие. Да, вот именно эти названия были даны, и это связано с историей вот, гистологии мозжечка. Именно вот когда их рисовали и когда их показывали, они в буквальном смысле как вот, да, прорастали, напоминали исследователям вот такие лазущие ветви винограда, наверное. Значит, мшистые волокна, они в основном характерны для связей с зернистыми клетками, а лазущие волокна, они, их особенность прям вот садятся на дендриты клеток Пуркинье. Так, ну это вот гистологический препарат я взяла из какого-то атласа, который у меня был под рукой. Вот так выглядят это нативные клетки Пуркинье, да, их тела довольно крупные, речь идет здесь там о 10-20 микронах, если говорить о диаметре, да. Посмотри, вот их тут часть волокон, это импрегнация по Гольджи, но тут вы помните, что Гольджи выкрашивает не все разветвления. А так вот выглядит слой мозжечка, тоже гистологический препарат, который вот он сверху, это наружный молекулярный слой, вот он слой клеток Пуркинье, да, и вот здесь вот такой зернистый, видите, действительно какие-то зернышки коричневые такие, вот такой зернистый слой, третий слой, и здесь уже вглубь уходит это вот волокна
просто импрегнированные, обычно их на схемах белыми показывают, в реальной жизни вот на них село серебро, на них вена, они такие черненькие получились. Ну, это уже более современные картинки, когда уже здесь вводили какой-то, по-моему, препарат, я не помню, типа биотстина, который вот показывает разветвление, да, прекрасные эти дендриты клеток Пуркинье. Ну и вот их схемы, очень тоже любят, показывают дендриты, аксоны, куда они выходят, с чем они взаимодействуют. Но, я говорю, мозжечок очень такой благодатный материал, почему-то очень его любят экспериментаторы. Он еще, так как за счет своего филогенетически довольно древняя структура, она хорошо переносит всякие манипуляции, в отличие от неокортекса. Хотя вроде кровоснабжение так тоже очень обильное, но тем не менее вот в культурах, в переживающих срезах почему-то мозжечок выживает намного лучше по сравнению с клетками неокортекса. Так, ну несколько слов о путях. Значит, ножки мозга, это, да, проводящие пути, мозжечка афферентные, понятно, эфферентные, те, которые от мозжечка, собственно мозжечковые пути, и верхние ножки, ну, это я просто здесь вам перечислила, не буду вслух, все эти тракты самые основные, совсем самые основные, связь со средним мозгом, потом с мостом средние ножки обеспечивают, вот их, а нижние ножки, это тоже по месту расположения название, это связь с продолговатым мозгом. Стибула, церебралис, ретикула, церебралис, олива, церебралис, спина, церебралис. Ну, по названию тракта, я думаю, вам понятно, куда они направлены, откуда и куда идут. Ну, о функциях можно говорить долго, и я думаю, так подробно у меня уже нет возможности рассказывать, как просто как ретикулярки, но коротко. Можем хором произнести: координация движений, регуляция равновесия, мышечный тонус, произвольные целенаправленные движения, да. И мы уже с вами говорили, полушарие – это, если вот разделить, это динамическое равновесие, в основном конечности, а мозжечок – это статическое равновесие, в основном туловище. Но это не значит, что, не дай бог, что эти структуры мозжечка или полушария или червя там не участвуют, еще не участвуют в других процессах. Конечно, участвуют. То есть это как бы большая часть структур, которые вот задействованы в этих процессах. Ну, если говорить о нарушении, да, поражении, если поражаются структуры мозжечка, то как это, что случается с нашим организмом? Это и нарушение равновесия, и нарушение мышечного тонуса, и тремор, асинергия движения, атаксия. Это опять же зависит от степени поражения, от области поражения. Да, ну вот, например, статическая атаксия, она характерна при поражениях червя, мозжечка, неустойчивость в позе Ромберга – это отклонение, что значит? Это отклонение в сторону поражения, да, или шаткая походка, вот одни из таких проявлений. Или отклонение, значит, дисинергия Бабинского – это отсутствие таких физиологических сочетанных движений при выполнении сложных двигательных актов. То есть когда сгибатели и разгибатели не корректно работают, и получается… Ну, динамическая атаксия – это уже сразу врач скажет, что ага, тут полушария зацеплены, да, что-то случилось с полушариями, ну, нистагм, да, это скандированная речь, например, пальценно-носовая проба, классика в любом кабинете невролога, да, смотрят, но всякие я редко произношу эти термины, дисдиадохокинез и адиодохокинез – это такие червеобразные движения пальцев, которые, ну, не контролируются нашим сознанием, да, тоже характерны при определенных поражениях определенных структур. Дизметрия – это когда человек не может контролировать амплитуду целенаправленного движения
движения. То есть он понимает, он знает, что он хочет, он видит, но промахивается. Это вот можно у пожилых людей частенько наблюдать, да. Агравия, когда человек теряет способность писать, или мегалография, наоборот, когда человек пишет огромные буквы и ничего с этим сделать не может. Ну, пяточно-коленные пробы, все. То есть вот такие маленькая только доля проявлений, поражений структур мозжечка. Есть вопросы? Понятно, да? Хорошо. Хорошо, что мы не старые и попадаем в цель, да? Как приятно. И мозжечок в норме. Так, ну мост мозга. Вот, мы о нем постоянно говорили, поэтому очень коротко. Давайте, и ядра я вам 1000 раз говорила, да, и волокна мы с вами говорили. Основные сенсорные функции и чем обеспечиваются. Ядро Дейтерса, ядро Бехтерева, улитковые ядра – это первичный анализ вестибулярных раздражителей, их силы, их направленности происходит здесь. Ядро тройничного нерва – это первичный анализ от рецепторов кожи, от кожи лица, волосистой части лица, слизистой, рта, носа, жевательных мышц, барабанной перепонки тоже происходит. Ядра лицевого нерва – это первичный анализ информации от мимических мышц. Ну и нисходящие и восходящие пути, так как в основном все-таки львиная доля приходится на проводящие пути в мосте мозга, это обеспечение связи ядра, мозжечка с корой больших полушарий и с таламусом, ну, не только средним мозгом, со всеми структурами. То есть ядра, которые обрабатывают, в основном это сенсорная функция, да, первичной обработки, и проводящая функция – это связь левого и правого полушария и всех структур между собой. Все, понятно? Смотреть тогда. Ух ты, что-то я сегодня болтаю, просто не могу. Средний мозг. С точки зрения человека очень маленькая структурка, да, если на схеме. И если, например, сравнивать с рептилиями, то вот он такой огромный средний мозг у рептилий, и вот это схема такого человеческого мозга, и вот такая пластиночка, несколько миллиметров высотой, вот такая пластинка среднего мозга. Ну, это характерно и для млекопитающих, а средний мозг большой он для птиц, для рептилий, для амфибий он характерен. Вот тоже он хорошо известна, изучена эта структура, и так как она и филогенетически довольно древняя, да, и у разных видов она так получает свое развитие. Вот так выглядит фронтальный срез среднего мозга человека. Здесь прекрасно. Вот этот сильвий водопровод. Это ядра серого вещества около водопровода. Самое крупное здесь это красное ядро, это субстанция нигра, черное ядро и, конечно же, двуххолмия. Ну, вот можем взять строение, значит, вот покрышка, если вот на этой схеме тоже все как бы тоже все понятно, но мы можем, еще различают, что крышу среднего мозга, это верхняя часть, покрышку среднего мозга и основание среднего мозга, это вот его ножки, вот так, да, ну, двуххолмия, верхние и нижние двуххолмия, вот так они будут у человека смотреться, и что еще вам? Показать? Наверное, можно перейти к таким основным, опять же, основным структурам и их основным функциям. Ну, четверохолмие – это образованные двумя парами холмов, и, ну, это тоже классика. Все, кто держал в руках учебник физиологии и анатомии, верхние холмы – это первичные центры зрительного анализатора, нижние холмы – это первичные центры слухового анализатора.
И ножки мозга – это нижняя такая часть среднего мозга, это проводящие пути, которые являются продолжением моста мозга и которые уходят к вышележащим. То есть и в основном, если говорить о рефлекторных функциях, которые обеспечиваются ядрами, в которых участвуют ядра среднего мозга, это регуляция, опять же, движения глаз, регуляция мышечного тонуса. Вот что значит, это зрительная система стала ведущей, да? В каждом отделе мы найдем, в каждом отделе, чем выше отдел, чем филогенетически более древний, тем больше структур, которые отвечают за движение глаз, за переработку зрительной информации. И регуляция мышечного тонуса, поддержание позы и, конечно, вот эта мобильная регуляция контроля автоматической работы мышц. Ну, опять же, если все функции собрать и очень так мазком одним-двумя их охарактеризовать, это средний мозг, это центр ориентировочных и зрительных, центр ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов. Напомню на всякий случай, что значит ориентировочный рефлекс? Это поворачивание головы в сторону резкого или неожиданного сигнала. Или, понятно, зрительного вспышка или какого-то звука. Тонус скелетных мускулатур, координация движений, координация сложных двигательных движений, например, тонкие движения пальцами для нас принципиальны. И серотонинергических нейронов здесь великое количество, и дофаминергических нейронов, мы уже с вами это говорили, субстанция нигра, да, поражение которой, по крайней мере, на сегодня известно, что у больных Паркинсона, когда диагностируются вот первые симптомы, да, то уже примерно 80% нейронов в черной субстанции погибли. Ну и, соответственно, эмоции, соответственно, регуляция эмоционального поведения, ну, и участие в формировании эмоционального статуса ядер среднего мозга, несомненно. Но если повреждается средний мозг, то что у нас, на чем это отражается? Опять же, нарушение мышечного тонуса, нарушение координации, скорости движений, теряется способность ко сну, ну и, несомненно, это отражается на эмоциональном состоянии человека. Ну вот, в частности, я с ужасом прочитала не так давно данные, оказывается, более половины больных людей Паркинсоном на таких стадиях, уже серьезных стадиях, они кончают жизнь самоубийством. И причина этому является депрессия. То есть вот это отсутствие дофамина, нарушение нейромедиаторной системы, да, приводит к таким очень, не только это физическим каким-то последствиям, но и эмоциональным, причем они идут наравне. Ну, классический термин, просто напомню, децеребрационная ригидность, это такой признак, да, поражения именно структур среднего мозга. Ну, наверное, все. Наверное, мы сегодня остановимся, не буду больше грузить. Ну и буквально несколько слов о промежуточном мозге. Уже большой мозг, ну, во-первых, вам уже рассказывали о большом мозге, я, в принципе, не обещала, поэтому сейчас еще минут 10 потратим на структуры промежуточного мозга и остановимся. Значит, ну, промежуточный мозг надежно спрятан под большим, у человека, в частности, и, опять же, у высших млекопитающих, под большими отделами коры большого мозга, под неокортексом, да, если мы возьмем фронтальный срез, но это фронтальный срез человеческого мозга, то вы увидите, что вот прям под корой непосредственно располагаются прекрасно видны структуры таламуса. Но весь промежуточный мозг состоит не только из таламуса, ног или их
такое более давнее название, это зрительные бугры. Но и гипоталамуса, это тоже более древний такой термин, подбугровая область, и эпиталамуса, надбугровая область. А еще вы знаете, что гипоталамус напрямую связан с гипофизом, да, вот прям напрямую такой хайвей. И тоже они там творят большие дела в нашем организме. Но это из эпифиз. А эпиталамус, да, напрямую связан с эпифизом, который гипофиз внизу, эпифиз вверху, и тоже не просто так живут в нашем организме. Значит, ну вот препарат, это вот схема, а вот препарат, фотография головного мозга человека, где вот эти прекрасно видны зрительные бугры, вот они такой красоты необыкновенной, да, вот это средний мозг, вот это кусочек мозжечка, и вот примерно такое соотношение, да, ну здесь речь идет о несколько десятков сантиметров 30. То есть эти бугры уже так ощутимые, они под сводом мозга хорошо видны. Ну, еще раз одна фотография, такая реальная просто фотография таламуса. Обрезанные ножки мозга. Да, и опять же эти четвероходные фотографии. Ну, и с точки зрения морфологии, это такая яйцевидная форма, яйцевидной формы структура, которая состоит из огромного количества ядер. Есть несколько классификаций, и этих ядер насчитывают в каждом полушарии, понятно, они парные, да, они от несколько десяток, от 40 до 80 ядер, в зависимости от того, какую классификацию вы возьмете. И между ними, конечно, как всегда, белое вещество, которое все это связывает в единую систему, и входы-выходы, как без них. Но формально, ну так вот, опять же, общими словами, это таламус, подкорковый центр всех видов чувствительности и центр координации сложенных двигательных реакций. Гипоталамус, у него чуть-чуть ядер поменьше, но тем не менее, где-то в районе до 40, от 30 до 40 ядер, тоже в зависимости от классификации. И основная функция ядер, если их объединить, это высший центр регуляции вегетативной нервной системы, это терморегуляция, особенно для теплокровных. Для хладнокровных это тоже принципиально, но для теплокровных это вообще вопрос жизни и смерти. Деятельность вот всех органов и систем, как бы скоординированная, ну, соответственно, обмен веществ, хотя вот и деятельность – это, по-моему, одно и то же, ну и участие вот в этом цикл бодрствования, мы уже с вами говорили, да, от ретикулярки в гипоталамус все эти идут структуры. Ну и понятно, так как гипоталамус тесно напрямую связан с гипофизом, то через гипофиз контролируется деятельность всех эндокринных желез организма. Ну вот такая, тоже взяла несколько картинок МРТ, где хорошо видны вот таламус, структуры таламуса, и здесь вот они голубеньким обозначены, здесь вот мозжечок, продолговатый мозг, средний мозг, вот соотношение, да, это средний мозг, а вот это таламус розовенький, вот я зарапортовалась, и вот структурка гипоталамуса. Это уже, понятно, кора. Ядра. Несколько слов. Ну, ядра, опять же, так как их очень много, поэтому их что надо сделать? Разделить на группы, чтобы хоть как-то их запомнить. Ну, во-первых, 3 группы: специфические или релейные переключательные ядра, которые очень хорошо известно, откуда пришла информация и куда ушла. Да? Ассоциативные ядра,
ядра, которые несут информацию в гиппокамп, в кору, и как бы вот они уже сложнее здесь их пути отследить. И, наконец, неспецифическая группа неспецифических ядер, которые и несут информацию уже вниз, в ретикулярную формацию, в базальные ганглии, связаны с лимбической системой, с таламусом, и с корой. Вот знаменитое ретикулярное ядро, да, которое вот между собой и в неокортекс. То есть вот здесь еще более сложно, еще все эти процессы разобраться вообще с гистологией, с анатомией этих путей. Ну, название ядер я читать не буду, да, они тоже при желании вы всегда эти ядра откроете и найдете. И здесь просто еще табличка, которая говорит о афферентных и эфферентных волокнах, которые формируют эти ядра. Я думаю, тут тоже все понятно, да, ничего такого особенного нету. Пока что супер нового пока не открыли, новый путь не открыли. Но, значит, по поводу эргичности, ну, каждое ядро таламуса, как правило, в чем особенность, наверное, я бы сказала, ядер таламуса? В том, что очень часто ядра таламуса состоят из разных, то есть внутри одного и того же ядра находятся нейроны с разной эргичностью, да, и еще особенность вот тоже, что, ну, все-таки ядерные нейроны, которые получают информацию вот от путей специфической чувствительности, передают ее в кору головного мозга, в основном это 4-й слой, особенно это на зрительной коре классически показано, и с соблюдением топографической организации. В принципе, народ очень много в этом направлении накопал. А вот матриксные нейроны, они, потому что, ну вот есть, да, ну в основном глютаматергические, возбуждающие нейроны, ядерные core cells, да, а матричные клетки, они характеризуются тем, что они вот разбросаны по латеральной части ядра, и они имеют, то есть, такие менее точные входящие сигналы, и их волокна афферентные уже направляются к первому слою коры. А вы понимаете, первый слой – это там такое собрание, и там они уже могут, ну вот, по крайней мере, показано, что они способны синхронизировать активность обширных отделов коры. Ну, например, доминанта. Вот при доминанте вот эти матриксные нейроны как раз очень нужны и очень активизируются вот в таких ситуациях. Ну, это вот просто схема, классическая схема воздействий. Но гипоталамус, я вам тоже немножко о нем сказала. Ну, чуточку подробнее о гипоталамусе. Особенность. С точки зрения филогенеза гипоталамус вот, развивался вместе с лимбической системой. Он очень связан. И в результате как бы задача этих двух систем – это сохранить индивидуальность и сохранить вообще вид. Да, не просто индивидуальность, но именно индивидуальность, присущая вот конкретному виду. И, ну, значит, основной функцией гипоталамуса это через деятельность гипофиза контролировать вегетативную нервную систему. И гипоталамус тоже это очень такое крохотное образование, его вес у человека около 4 грамм. И тоже речь идет о миллиметрах, но, я говорю, около 40 ядер насчитывают вот на этом маленьком поле. И плотность нейрона вообще колоссальная. И к таким вот функциям это тоже вот контроль температуры и кровоснабжения. Да? И опять же участвуют во всех процессах. Это
регуляция всяких жидкостей, цикл бодрствования, сексуальное поведение, охранительное поведение, всякие защитные механизмы, ну, все, что можно. Значит, ну, вот эти самые крупные ядра, да, гипоталамуса, которые вот, вентромедиальное ядро, супрахиазматическое ядро, зрительный тракт, хиазма, паравентрикулярное ядро, дорсомедиальное, паравентрикулярное, вот свод, эти мамиллярные тела, ядра воронки, вот он прекрасно виден нейрогипофизный тракт. Вы помните, что гипофиз тоже структура, это вам не блямбушка какая-то, а выделяют ножки гипофиза, нейрогипофиз, аденогипофиз, да, который нейрогипофиз это в основном все-таки нейрогенного такого происхождения клетки, а аденогипофиз это в основном секреторные клетки, которые как раз и с эндокринной системой имеют свои отношения и свою систему регуляции, отличную, так скажем, от нервной. Ну, я вам уже сказала, наверное, не буду я уже сегодня вас мучить о контроле, я просто давайте напомню вам гормоны гипоталамические, как либерины, статины, вы помните, их делят, да, и самые основные, которые кортикотропный гормон, тиреотропный гормон, это гормон роста, соматотропин, соматостатин, потому что и гормон пролактин, да, вот, гонадотропный гормон. И их точка приложения – это эндокринные железы. Это их нейроэндокринные клетки гипоталамуса, которые это целая и не одна лекция, их взаимодействия, и их вообще интереснейшие контакты, да, между собой. Это напоминание, какие наши железы эндокринные. Ну и на этом вот сейчас функции промежуточного мозга, буквально 2 слова и остановимся. Если все обобщить, значит, таламус – это чувствительные пути от внешних внутренних рецепторов, за исключением обонятельного, не забывайте. Да, все это перерабатывается и передается уже в кору больших полушарий. Значит, при повреждении таламуса что мы можем наблюдать? Это, как правило, нарушение, а если уж серьезное поражение, какой-нибудь инсульт, не дай бог, то исчезает вообще осознанное восприятие разных видов чувствительности. Эпиталамус, я о нем не говорила, но вы помните, что он с эпифизом напрямую связывает, и основная его функция, которая так хорошо известна, это регуляция суточных ритмов, и основную, значит, их задача – это выработка серотонина и мелатонина. Гипоталамус – это высший подкорковый центр регуляции вегетативных функций, терморегуляции, чувство насыщения, голода. Кстати, вот эти проблемы с ожирением очень часто, или, например, там, наоборот, булимией каким-нибудь, очень часто, вы помните, связаны с какими-то проблемами в гипоталамусе. Жажды, центры удовольствия, значит, и помните, что вот гормоны еще, да, мы уже говорили, либерины и статины, да, ну и знаменитая гипоталамо-гипофизарная ось, гипоталамо-гипофизарная система, которая объединяет нервную и гуморальную регуляцию функций организма. Ну, это, опять же, отдельный курс. Я просто вам напоминаю, что это понятие существует, и от них еще пока никто не отказался. Хорошо. Есть ли вопросы? Нет? Ну, тогда спасибо за ваше терпение. Значит, закруглились в этом году.